Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магия и колдовство. Напоминаю, что я занимаюсь всеми видами магии, в том числе магия наказания, покарания, магия защиты, предсказания на таро, руны, решение сложных ситуаций, также то, с чем не справились ваши маги. И сегодня у меня прогноз в ускоренном режиме. Дело в том, что моя помощница, мои дизайнеры, они находятся в Киеве и все время сидят в подвалах, поэтому некоторое время прервалась трансляция. Сегодня прогноз на неделю с 21 по 27 марта выходит в неурочное время. Будет в среду прогноз на следующую неделю, а сегодня вернее, на позаследующую неделю, уже на начало апреля. А сегодня прогноз по знакам зодиака 21 по 27 марта. Помним, что это прогноз общий для знаков, несет в себе влияние высших сил. И каждый помнит, что кроме влияния этих, они бывают сильнее и слабее, есть ваша позиция по отношению к тому, что происходит. И помним, что в зависимости от того, когда вы родились, в каком начале, переходном периоде знака, кто вы по полу, по занятию, конечно, эта карта может отыграться по-разному. Итак, рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Первая половина, 21-27 марта. Начинаем с рыб. У рыб королева мечей входит. То есть это структурирование информации, вмешательство женщины, которая вам диктует что-то жестко, сообщает какие-то важная нужная информация, которая собирает вас, скажем так. Возможно, это влияние юриста, программиста, журналиста, то есть некая информация, которая в предыдущем периоде подготовила вам какую-то важную новость. Такое вот вмешательство женщины по работе. Тут жезл перевернут, скорее всего, что состояние несколько нерабочее. Опускаются руки, возможно, вы не достигаете вот как бы тех результатов, которые бы вы хотели. И либо вы временно не активны. Помним, что это гадание, карта отыгрывается не только в зависимости от пола ситуации, а также от отрезка времени. Это помним, что это всего лишь неделя, где ваши усилия, ну, пока как бы не отбиваются. Так, стабильное окружение социальное, можно даже сказать, помощь родственников, всадник пентаклей, вы решаете, даже можно решить некий вопрос юридический, практический, бытовой, покупку какую-то совершить. Тут вам все очень стабильно, идет помощь даже от какого-то рыцаря, возможно. Рыцарь пентаклей. По здоровью. Колесница. Колесница – это карта, которая отыгрывается по-разному. Если у вас какое-то бурно развивающееся заболевание, оно останавливается, то есть не развивается дальше. С другой стороны, хроника. Если это хроника по колеснице, то есть она начинает вас, наоборот, тревожить. То есть это карта, где какой-то процесс застарелый начинает проявлять себя. Также это карта, которая не рекомендует вам на короткие расстояния перемещаться, даже или спешить куда-то, или также опасно с травматизма, то есть бегать, прыгать, перелазить через заборы, куда-то срочно бежать нельзя, потому что это опасно. Помню, что это еще и старший аркан. Любовная жизнь, личная. Всадник кубков, то есть это ваша поддержка, это если это ваши отношения, любовь, внимание, понимание, беседа, поддержка, то есть любовник, веселье, знакомство с таким человеком, приятным, милым, может быть, хорошим любовником. И звезда. То есть конец недели у вас пройдет такой вот созерцательной обстановке. Звезда – это на такой срок, вот в течение недели, это какие-то долгосрочные планы на будущем, причем эти планы высокие, эти планы красивые.
И еще можно сказать, что это карта в том числе каких-то медитаций, какого-то покоя, устремления ввысь. Дальше у нас идет Овен. Что у Овна? Овна дорога, куда бежать, куда-то надо ехать. Также это, возможно, вы в движении. Вы что приняли какое-то решение и уже на пути к решению какому-то. Также это может напрямую означать дорогу. Дорога это либо к морю, либо в пределах государства, потому что это не карта мир. Также 7 жезлов по работе. Множество хлопот, причем вам приходится в усиленном режиме. Вот тут 1 против 6, да, то есть вы тратите очень много энергии. Пока это очень мелкая карта, но вы отбиваетесь от текущих каких-то затрат, от текущих хлопот и отстаиваете, вкладываетесь. То есть борец у нас. 9 пентаклей. Отличная карта для того, чтобы что-то закупить. 9 пентаклей. Стабильная, хорошая карта. Даже, возможно, материальная помощь от окружения, родственников. Вот пошли какие-то. Обычно социум не очень хороший будет. Тут пошла. Также решение вопросов бытового плана. Обосновать какой-то, может быть, небольшой ремонт, покупка, приятная прибыль от вашего окружения. 3 пентаклей. Равномерное, спокойное состояние здоровья, возможно, правильная консультация, поддержка профессионала, то есть какую-то вовремя обратиться к врачу, который даст вам нужный и полезный совет. Так, хорошее состояние здоровья благодаря тому, что вы этим вкладываете. Так, личная жизнь без иллюзий. Тут могут проявиться какие-то качества, если вы в отношениях, в партнерстве, которые вас как-то не радуют. Также эта карта, если вы одиноки, пока ничего вам не видится на горизонте интересного, не представляется. То есть вы видите людей с какой-то такой стороны, совсем не очарованы теми, кто вас окружает. И конец, Луна перевернутая. Какая-то ясность придет, что у всех карты, я смотрю, планетарные, то есть, да, звезда, Луна, что в конце недели придет некая ясность, понимание, как вам поступать, возможны какие-то разборки. Я бы сказала, что это скорее карта вся благополучная, вот кроме вот этих вот близких ваших отношений, прояснение, как действовать в непонятной ситуации придет. Хотя оно будет таким, знаете, тяжелый разговор, выяснение каких-то сложных обстоятельств. Но оно придет. Наш телец. Так. Телец напуган очень. Скорее слишком много боится то, чего нет. Борьба с ветряными мельницами. Пока нет настоящей борьбы. А телец уже тратит свой, как говорится, энергетический потенциал. Пока еще сохраняйтесь. Так, суд перевернутый. Возвращение старых каких-то дел. То есть вы занимаетесь все тем же самым. Возможно, что какие-то доделки могут вам, если вы работаете на себя, вам придется доделывать, заносить какие-то хвосты. Также это все по-старому. То есть ничего не происходит. В том числе, если вы не устроены на работу, то так все и остается. То есть продолжается эта ситуация нерешенная. Если вы в работе, то у вас какие-то старые задания, старые клиенты и так далее. Не очень хорошая карта для тех, кто судится или какие-то проблемы с государством, то есть они также не решены. По социуму. Сила, помощь, поддержка, усиление родственных связей, появление каких-то новых друзей. Ваша сила, то есть отличная карта для социума. Так, 8 жезлов. Отличная карта для здоровья. 8 жезлов. Вы бодры, легки как никогда, готовы к передвижениям. Возможно, быстрые улучшения в любом состоянии, особенно опорно-двигательный аппарат, вот руки, ноги, всякие позвоночники. 8 жезлов. Вы быстро выходите из любого болезненного состояния, в том числе даже при наличии хроники активной. Ваше состояние
любовное обновление, 4 кубков. Также для одиноких тельцов это новые какие-то завязываются знакомства. Пока не ясно, но эти люди вас для одиноких тельцов какой-то новый интерес представляют, какие-то новые знакомства для тех, кто в отношениях, между вами новая эмоциональная связь. Что-то новое вы находите здесь. И конец недели, королева мечей. То есть вмешивается некая информационная женщина, которая по знаку меч. Это для мужчин это, кстати, знакомство с такой очень достаточно своенравной дамой. Если вы женщина, телец, это женщина, которая несет какую-то информацию, структуру, понимание. Также это вмешательство какого-то юриста, некие правила. Возможно, также эта женщина может также навязывать вам какое-то свое видение вашей ситуации. Да, вот такая королева мечей со своими коррективами к вам. Близнецы. Близнецы. Все по-старому. Либо вы возвращаетесь куда-то, либо вас окружают те же самые люди. То есть близкие родственники, ваш род, ваша кровь, ваши друзья. Вот вы так в таком вот близком с ними контакте. По работе туз кубков. Отличная карта. Вы исполнены энергией, вы исполнены, возможно, нового начинания. Туз кубков также какой-то бьет фонтан. Очень хорошая карта для тех, кто занимается с клиентами, кто также занимается продуктами, развлечениями, какими-то семейными делами, да, вот это, дети, питание, начало нового плодотворного периода. Также по состоянию социума мир перевернутый. Ну, тут явно, что какая-то есть неопределенность, перевернутый мир, то есть люди, с которыми вы не можете договориться. И возможно, что эти направления очень разные. Также карта говорит о том, что некий человек, которого вы ждете, который или должен выйти на связь или приехать, этого не состоится, если это другая страна. То есть все, кто хочет куда-то, ждет гостя или хочет выехать сам, к родственнику тут не получится. И также эта карта вот того, что вы отдаляетесь где-то друг от друга в том числе. Тройка пентаклей. Хорошая карта. Вы держите себя, поддерживаете себя в норме, уделяете внимание своему здоровью, вы вкладываете в это, прислушиваетесь к нужным советам. Возможно, консультация эффективная. Так, в любовной жизни королева пентаклей. Ну, если вы женщина, это скорее вы большое значение придаете все-таки земным обстоятельствам. Это скорее вы в любви в этой. Решаете бытовые вопросы, если вы в браке, в отношениях. То есть все идет стабильно, все идет по плану. Да, все куплено, речка куплена, туалетная бумага куплена. Вы этим занимаетесь. Если вы одинокая дама, то вам сейчас не до любви. Скорее вы оцениваете знакомство и смотрите на мужчин без эмоций вот в таком вот состоянии. Да, земной. Под конец произойдет какое-то неожиданное событие, которое, возможно, поразит ваше воображение. Но такая карта хорошая. Необычные знакомства с необычным человеком, может быть, еще 0. Смотрим дальше. Наши раки. Рак, маг. Ну, вы как бы собраны и чувствуете себя в начале какого-то важного периода. Вы маг. Также это вмешательство, позитивное вмешательство некого мага. Может быть, если вы не чувствуете себя магом, это может быть человек молодой, активный, организатор, знающий, который активно вмешивается в вашу жизнь. Ну, для женщины это может быть мужчина, интересный мужчина. По работе двойка жезлов, некая неопределенность, в которой у вас нет фактов, вы не обладаете информацией, то есть вы ждете чего-то, потому что информация очень разная и действий никаких лучше не предпринимать. Если вы ищете работу, пока также
эта неделя ни о чем. На старой работе очень все медленно застряло. Ну, то, что застряло, все думают или все о чем-то просто переговоры какие-то ведут, но ни к чему это конкретно не ведет. Карта мира в личной в жизни социальной говорит о том, что возможен приезд родственников, либо ваш приезд к кому-то в какую-то другую страну. Тут уже вот так вот. Также примирение. Примирение с какими-то людьми, которыми вы давно не виделись, близкими вашими. По состоянию здоровья 4 жезлов, так говорится, не буди лихо, пока оно тихо, тихо, спокойно. То есть не стоит также испытывать организм, поскольку тут карта спячки. То есть тихо, спокойно, не нагружаясь. Если какое-то заболевание, оно вне обострений, то есть ничего не происходит. Вот, организм даже в состоянии какой-то серьезной болезни, карта о затухании. Смотрите, как всем старшие арканы падают по итогу. Так, в личной жизни шут. Необычное происшествие в вашей личной жизни. Знакомство с необычным человеком. Также карта переворота в ваших отношениях. Причем этот переворот может быть неожиданным и приятным. Вот так. Если вы одинокий рак, одинокая рачица, то это вот прям что-то необычное для вас. Знакомство, если вы уже находитесь в отношениях, то вас ждет какое-то важное такое вот событие, которое, ну, сближает вас. Все-таки шут это обновляются ваши эмоции, ваши отношения друг к другу. Вот прям конец недели страх необоснованный. Немножко себя накручивает, а рак вообще это любит. Раку это очень свойственно. То есть тут опасность накрутить. Так, карта тихая, спокойная. Что всем очень многим падает, я смотрю. У нас звезды, шуты, мир. Так, дальше. Лев. Двойка жезлов, лев в некой неопределенности не может принять решение, либо чего-то ждет, поскольку в настоящее время действовать как он не знает. Все варианты плохие, одним словом. Все варианты не подлежат исполнению, потому что они все вам не нравятся. Ну давайте посмотрим чего. На работе все стабильно, вы продолжаете идти своим путем. Вы продолжаете, особенно те, кто занимается финансами, кто занимается какими-то продажей, покупкой, то есть то, что материальное. Ну, в принципе, любая работа продолжается, также возможно даже и трудоустройство, заработок. Так, 5 кубков, возврат людей из прошлого, с которыми у вас какие-то не совсем хорошие отношения были, вы о чем-то продолжаете беседовать, но все это так вот, знаете, как частично. Так вы возвращаетесь, обсуждаете старые проблемы по здоровью. Львы, опасайтесь, у вас опасность от... Это могут быть и операции, потому что это может быть и хирург, ну, причем непредвиденные. Тут стоит львам опасаться, потому что тут вообще-то это... Король с мечом, одним словом. Опасность от человека в том числе. Вот сам лев в личной жизни. Ну, вы окружены вниманием. Особенно если вы мужчина. Если вы женщина, это вам мужчина ваш падает. У львов бурно развивается личная жизнь. Все вокруг кипит. Вы такой вот герой. Или вокруг львицы вьется такой мужчина. Так, львам опасность, туз мечей, король мечей на здоровье. Будьте очень осторожны, потому что карта подразумевает какое-то пиковое состояние ваше физическое. Ну, думайте, что у вас там. Обычно это какое-то сердечно-сосудистое. Вот. Кто склонен этому, помните, да, подготовьтесь. Мы для этого и гадаем, для того, чтобы эти негативные события минимизировать. С вами была ведьма Аграфена. Это был прогноз 21 по 27 марта. Все мои контакты под этим видео.